Одна из крупнейших рек в мире – река Обь. Она берет свое начало в Алтайских горах, несет свои воды через сибирские земли на север и в Ямало-Ненецком автономном округе впадает в Карское море. Обь называют кормилицей. По ней в XVI веке Ермак отправился покорять Сибирь. О ней пишут стихи, песни и слагают легенды. Одна из них рассказывает о богатыре, который давно-давно жил на Алтае. День и ночь он слышал, как плачут реки, зажатые камнями. Невыносимо стало богатырю видеть их слезы, и он задумал помочь водам Алтая. Для этого он отправил своего сына на юг и велел ему привести реку Катунь. А сам богатырь отправился на восток. Где проводил он указательным пальцем, там и образовывалось русло, по которому бежали освобожденные реки. В долине богатырь остановился, чтобы дождаться сына. За 3 дня под палец натекло Телецкое озеро. Из него повел богатырь реку Бию. А следом бежал сын, исполнивший наказ. Он вел за собой Катунь. Когда догнал сын своего отца, то встретились 2 реки – Бия и Катунь. Слились они в один миг и потекли широкой рекой, название которой – Обь. Длина ее протянулась на 3650 километров, а площадь бассейна Оби составляет почти 3 миллиона квадратных километров. Чтобы понять, насколько это много, представьте площадь всей Франции. Так вот, в бассейне Оби целиком поместилось бы 5 Франций. Через эту реку проходит самый длинный метромост в мире. На ней расположены крупнейшие месторождения различных полезных ископаемых – нефти, газа, торфа. Как Обь получила свое название? Правда ли, что для создания водохранилища пришлось переселить целый город? Какое самое широкое расстояние между ее берегами? И какую рыбу можно поймать в водах Оби? Ответы на все эти вопросы вы узнаете из нашего видео. Друзья, но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере, о природе Ямала, быте кочевников-оленеводов, а также удивительных и порой невообразимых фактах о нашем с вами доме, планете Земля. Подписывайтесь, ссылка в описании к этому видео. Мы начинаем. До сих пор точно неизвестно, откуда Обь получила свое название. По наиболее популярной версии, оно произошло от слова из языка коми и означает «снег». Снежный сугроб – место у снега. По-ненецки же река называется Саля-Ям, что переводится как «мысовая река». Ханты и манси именовали ее Ас, то есть «большая река». У селькупов есть 3 варианта названия – Квай, Куай и Еме. Все они означают «главная река». А алтайские народы назвали Обь Ах-Умар, то есть река Северная. Упоминание об этой реке есть в русских летописях. С 1187 года она входила в волости подданные Великого Новгорода, а с 1502 перешла к московским князьям, которые стали еще и абдорскими и югорскими. К слову, на старинных картах Обь обозначена как Абдора. Обь начинается там, где сливаются Бия и Катунь, по сути своей являясь продолжением Катуни. Вначале Обь значительно петляет. Направление ее движения меняется. То она течет на север, то на запад. Из Алтайского края через Барнаул она несет свои воды к Новосибирской области. Затем в Томской области она сливается с Томью, а дальше с Чулымом и рекой Кеть. В Ханты-Мансийском регионе Обь следует через Нижневартовск, Сургут, Нефтьюганск и после столицы автономного округа делает поворот на север. Можно сказать, что отсюда берет начало дельта этой реки. В Ямало-Ненецком автономном округе Обь протекает через Салехард и Лабытнанги, которые являются самыми северными городами на Оби. Минуя Лабытнанги, Обь значительно расширяется и образует Обскую губу Карского моря, один из крупнейших заливов в мире. Его протяженность достигает почти 800 километров. Таким образом, Обь пересекает несколько климатических поясов – болотистую тундру, таежные леса и даже полупустыни. Глубина реки на некоторых участках достигает 40 метров, а максимальное расстояние между ее берегами составляет 60 километров. Этот участок находится в районе Ханты-Мансийска, где Обь сливается со своим притоком Иртышом. Как вы знаете из наших предыдущих видео, на территории многолетней мерзлоты находятся огромные запасы нефти, газа и других полезных ископаемых. Чтобы добывать их, нужно строить соответствующие предприятия. Для этого почти все стройматериалы приходится завозить с большой земли. Кроме того, добытые ресурсы нужно как-то отправлять дальше. Здесь на помощь и приходит река Обь.
Она является главной водной транспортной магистралью в период летней навигации. Также в Обской губе расположен самый молодой морской порт России. Это порт Сабетта. С каждым годом он увеличивает объем грузооборота. А в 50-х годах прошлого века в Новосибирске на Оби была построена гидроэлектростанция. Она обеспечивает электроэнергией столицу региона и более 250 санаториев и баз отдыха. Она играет главную роль в водоснабжении и работе речного транспорта. Ее напорные сооружения образуют огромное водохранилище площадью более 1000 квадратных километров. Его еще часто называют Обским морем. Для создания водохранилища пришлось полностью или частично затопить 56 населенных пунктов, а 3 оказались на островах. При этом большая часть города Бердска оказалась в зоне затопления, поэтому его отстроили заново вокруг района у железнодорожной станции. Он находился в 8 километрах от первоначального местоположения. Здесь же, в Новосибирске, находится и самый длинный метромост в мире. Его построили на Оби в 1986 году. Общая длина моста составляет 2145 метров. При этом летом конструкция на 50 сантиметров длиннее, чем зимой. На это влияют сильные перепады температуры. Чтобы решить проблему, на опорах установили ролики. Благодаря им качается вся коробчатая конструкция моста. С давних времен на Оби занимались рыболовством в промышленных масштабах. В реке водится около 50 видов рыб. Наиболее ценные из них – осетры, стерлядь, муксун, сик, чир и судаки. Обь обеспечивает половину российского улова этих пород и третью часть от мирового. К сожалению, с каждым годом объемы улова уменьшаются. По словам экологов, дело в довольно сильной загрязненности воды. На берегах Оби находится много промышленных предприятий. Они сбрасывают отходы в реку. Чтобы бороться с загрязнением, Минприроды обязывает предприятия устанавливать современные очистные сооружения. Кроме того, к борьбе за чистую воду подключаются и общественные деятели. Они говорят о том, что игнорирование экологической проблемы приведет к уничтожению поголовья рыбы и некоторых видов фауны. А это непременно отразится и на людях, которые занимаются традиционными видами промыслов и при помощи рыболовства зарабатывают себе на жизнь. Исправить ситуацию сложно, но возможно. По мнению экспертов, для этого нужно перестроить водоочистные сооружения, заменить канализационные системы в городах и населенных пунктах, а также ограничить использование ядовитых удобрений в сельском хозяйстве. Главное – решать вопрос комплексно и уберечь могучую реку, страдающую от жизнедеятельности человека. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Переходите в комментарии и напишите, что думаете по поводу увиденного. Задавайте вопросы и предлагайте темы для новых выпусков, мы обязательно ответим. Не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа, чтобы не пропустить ни одного видео и узнать больше полезного.